как один человек сказал, что, говорит, нам хватит до конца жизни здесь работы. А там уже, как говорится, вот. И мы, конечно, очень хотим, чтобы у нас и купола появились, и крыша, и были отреставрированы храмы, и не задаемся себе вопросом, кто будет ходить в эти храмы. Они должны быть отреставрированы, и они должны служить. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече. И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Как вот вы стали настоятельницей, как вы пришли к Богу? Настоятельницей я не стала, меня назначили. Ага. Вот. Это просто, как сказать, это Господь в один момент изменяет жизнь человека, и Он как бы принимает то, что ему посылается. Вот мне именно так и произошло, что это произошло вот буквально, это не раздумье там или еще что-то. У меня жизнь просто развернулась на 180 градусов. И я поняла, что я должна быть тем, кем я сейчас есть. Вот и все. В первую очередь хочется рассказать о двух малоизвестных географических названиях. Это село Холуй и река Теза. Находятся они в современной Ивановской области. По преданию, основателями Холуя были беженцы из Суздаля, спасавшиеся от татарского нашествия в непроходимых болотистых зарослях вдоль реки Тезы. Они обосновались в глухом бару в 6 верстах от впадения Тезы в Клязьму. Теза изобиловала рыбой и бобрами, в лесах обитало много пушного зверя. Позже Теза имела большое транспортное значение, по ней шли торговые пути шуйских купцов. Со времен царствования Петра I на реке Тезе была устроена система деревянных шлюзов. И еще Холуй получил известность как торговое село. Здесь ежегодно проводились 4 ярмарки, включенные в торговую цепь Нижний Новгород, Мстера, Холуй. Мы знаем, что вы пишете иконы. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Да, я закончила Московский институт содействия, это институт дополнительного образования. Вот прекрасный институт. Он создан как раз вот для таких людей. То есть там есть и реставрации, и золотошвейные отделения, вот, и иконопись. Вот. И я закончила его, да, я пишу иконы. С Божьей помощью. Я не знаю, есть ли какая-то техника именно в Холуе, но как-то влияет. Это же тоже такое место, где издревле всегда были иконописцы, писали иконы. Здесь уже это чудесно то, что действительно люди холуйские, они очень творческие люди. Очень творческие. И это и лакоминиатюры, и иконопись, и реставрация тоже отчасти. Вот. И то есть и люди настолько интересны в своем творчестве. То есть и они всякие расписывают и лодки, там еще что-то, какие-то фестивали там проходят. То есть место очень удивительно интересное. Я очень рада, что я имею возможность общаться с этими людьми. Предание гласит, что Дмитрий Пожарский с дружиной останавливался возле Холуя в местечке Барок и дал обет мужественно перенести все трудности и опасности в предстоящем походе, отстоять Москву и спасти Отечество. В память об этом событии Пожарский поклялся построить на этом месте монастырь во имя святителя Николая. В 1650 году по завещанию Дмитрия Пожарского его сын Иван построил в местечке Барок деревянный монастырь, а через 100 лет на этом месте был выстроен каменный монастырь, сохранившийся до наших дней. А вы чувствуете какую-то намоленность этого места? Место очень благодатное, намоленное, и
чувствуется как бы преемственность какая-то. Вот, знаете, древняя обитель, как бы она, ну вот, она живет в любое время, можно так сказать. Она жила до того, как бы, ну, то есть она существовала, потом ее закрыли, она все равно существовала. Потому что то, что здесь был организован детский дом, это, конечно, тоже был промысел Божий, потому что благодаря детскому дому сохранились здания. Сохранился вот этот корпус вот, прекрасный. Вот. Ну, частично, конечно, и церкви сохранились. То есть не было там устроено каких-то там, как вот некоторых были там, и трактора стояли, и зернохранилища были, и еще что-то такое. Нет, здесь как бы достаточно все. Стены сохранены, во всяком случае. Во время Великой Отечественной войны на базе закрытого в советское время монастыря был организован детский дом для временного проживания детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Летом 1977 года было принято решение о преобразовании Холуйского детского дома в специальное дошкольное учреждение для детей с задержкой развития. В 2014 году детский дом был расформирован, и в 2015 году сохранившиеся строения монастыря были переданы Русской Православной Церкви. Ну, у вас, видимо, очень много дел, судя по состоянию переданного вам монастыря. Да? То есть вы занимаетесь реставрацией, восстановлением. Ну, конечно, мы пытаемся ремонтировать. Ну, в основном, конечно, мы ремонтируем сейчас корпус. Вот, Казанский храм. Значит, вот у нас появился купол в этом году. Вот. Это замечательный, самый замечательный год для нас. Ну, как бы, что у нас... Мы, конечно, долго очень не могли приступить к этому, потому что это очень большие средства. И, ну, как бы, что-то... Просто иногда бывает страшно, да? Что где взять, как начать. Вот. Но на самом деле не надо ничего бояться, потому что на самом деле все управляет Господь. Даже не мы сами делаем. Пусть это помаленьку, потихоньку, как бы никуда не спеша, не торопясь. Вот. Ну, потихоньку вот у нас в этом году появился купол. Вот. Люди жертвуют даже вот, не то, что есть какие-то там крупные благодетели или еще что-то. Люди жертвуют от своих как бы вот. И мы, конечно, хотим, ну, со временем, конечно, со временем. Вот сейчас у нас отремонтировали новую трапезную. Вот там мы будем расписывать стены. Вот. Потом у нас, может быть, Господь нас благословит. Мы этот храм как бы тоже распишем. Вот. Иконостасик небольшой. А какие-то иконы в этом храме сохранились, древние, старые? Может быть, сюда только вернуть? Знаете, древних старых икон, хотя здесь вот, когда функционировал детский дом, говорят, здесь был какой-то музей икон. Да, то есть в Троицком храме было 3 этажа перекрытия. Вот, и на верхнем этаже там было очень много икон, хранилось и все. Ну, до нас это не дошло. То есть мы практически, когда... Голые стены? Да, голые разрушенные стены. Как бы. Никаких таких находок каких-то? Были 2 большие иконы в Казанском храме. Вот. И мы сейчас занимаемся их реставрацией. А прихожане? Много у вас прихожан? Ну, у нас есть уже сложившаяся как бы часть прихожан, которые всегда приходят. И у нас даже сложилась такая традиция. У нас на воскресенье у нас воскресная служба. Ну, служба у нас сейчас не часто, в основном субботу и воскресенье проходит, и в праздники большие. Вот. Но у нас уже сложилась такая традиция, что в воскресенье, например, у нас проходит литургия и служба, и мы все потом идем в трапезную и вместе как бы обедаем. Вот, то есть это нас даже как-то объединяет, у нас как бы уже как небольшая семья такая складывается. Просто замечательно. Да. А это в основном жители Холуя или приезжают откуда-то из других городов?
Ну, это жители Холы, ну, конечно, и к нам из Шуи приезжают, вот, и из Москвы приезжают люди, ну, как бы, ну, не часто, конечно, в основном это, конечно, жители Холы. У нас даже вот сейчас нам из Москвы прислали большое яйцо. Яйцо? Да, из пенопласта. Ну, это как декорация к украшению к Пасхе, можно так сказать. И мы его расписываем. О, Да. где оно потом будет представлено? Оно будет на улице выставлено как. Ну, это будет как просто праздничное украшение. Каждый год в конце апреля перед празднованием Пасхи жители Холуя готовятся к разливу. Маленькая река Теза поднимается и выходит из своих берегов, затапливая улицы. Под водой оказывается и мост, соединяющий два берега реки. В магазины, на работу жители добираются при помощи лодок. Вода доставляет множество неудобств коренным жителям, но привлекает большое количество туристов. Люди приезжают посмотреть на разлив Тезы. За эти разливы Холую часто называют русской Венецией. Если просто говорить о Холуе, каких-то особенностях жизни в этом таком маленьком селе, не можете ли вы припомнить какие-то истории? Может быть, вот с этим разливом Тезы меняется ли ваша как-то жизнь, когда это происходит? Вы знаете, здесь вот удивительное место, вот этот монастырь, он именно сделан, ну, как бы построен так, что его не затопляет. Вот. То есть он находится как бы таком, как на островке таком. Ага. Вот, то есть вода может подходить прямо к ограде. Ага. Вот. И у нас даже у отца Паисия есть лодочка. О, то есть надо на лодочке? Да, нет, он выставляет ее, она стоит за оградой, и он прям выходит туда за ограду, садится на лодочку и плывет по полю. Ой. Ну, это было в 2011 году, был большой разлив. Вот, в наше время, вот как, сколько мы здесь находимся, вот, на наше время только один раз был разлив такой большой. В остальное время можно добраться и до села, да, без... Ну, в остальном без проблем. Вот. А вот в 2011 году был большой разлив, да, и мы наблюдали прибавление воды. Вот здесь было все поле в воде. Вот. Люди же часто приходят к Богу, увидев какое-то чудо Божье. Ну, для меня вообще чудо, что здесь все восстанавливается. Так я считаю, что это для меня это чудо. Да. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пишите в комментариях вопросы, которые вы считаете будет интересно задать нашим будущим собеседникам. А мы проведем конкурс среди присланных вопросов и победителю отправим наш буклет Aerial Photo в подарочной упаковке. 60 страниц фотографий храмов и монастырей России, Грузии, США и Канады, других стран с высоты птичьего полета. Подписывайтесь на наш Инстаграм, там много красивых фотографий. Ссылка внизу под видео. Спасибо.